Present. Oh. Ребята, всем привет! Привет! Вы на канале Карева Жизнь на Кипре. Сегодня мы приехали в одно классное место. Это историческая деревушка Белопаис. Сегодня мы погуляем по замку, посмотрим, что там внутри, и посмотрим саму деревню и ее быт. Ну что, погнали? Вот мы начинаем нашу экскурсию. В Белопаисе мы были неоднократно, мне здесь очень нравится. Можно приехать, погулять, полюбоваться видами красивыми. Здесь вот есть такие магазинчики, можно купить себе халат. Прочее, там трикотаж, вижу полотенчики разные, сувениры. Смотрите, какая дверь красивая. Такие цветы. На втором этаже ресторан. Мне нравится жить в районе Кирении тем, что можно собраться с семьей и поехать погулять. И в течение 20 минут вы окажетесь вот в таких красивых местах. Можно поужинать, приехать, просто погулять в любое время, пообедать. Здесь можно встретить много иностранцев, потому что в Белопаисе очень много вилл, где живут англичане, немцы. Видите, мне все машут, они очень хорошо относятся к видео. Мераба. Жалко, что я не знаю турецкий. Надо учить. Вот такие лавочки. Интересно, видите, какие там улочки. Здесь можно выпить гранату. Мераба. Свежевыжатый сок. И какие арбузики. Класс. Гранаты. Угу. О, мне тут какой-то презент. О, thank you very much. Вот я отправлю сейчас Андрея, он вам покажет сам замок. Любит он по горам, по ступенькам побегать. Друзья, давайте прогуляемся с вами по самому аббатству. Сейчас хорошо сохранилась эта старая церковь, которая перед вами, и очень много было разрушено. Вообще, первыми монахами, которые поселились здесь, были представители Августинского ордена, которые вынуждены были бежать из Иерусалима, захваченного султаном Каира. Известно, что самое первое здание в этом аббатстве было построено примерно в 1200 году. А большая часть всего вот этого комплекса была достроена где-то в конце 1280-1290 год. Очень хорошо сохранилось здание церкви. И сейчас мы туда попадем внутрь, посмотрим. Вот фрески, которые вы видите на фасаде, они относятся где-то к 13 веку. Но вообще все это очень-очень старое. А вот сейчас мы зашли внутрь самой церкви. Вы можете увидеть своды арок, колонн, которые выполнены в таком готическом стиле. Это вообще одно из зданий, которое сохранилось до наших дней примерно в первозданном состоянии. Тут вы можете увидеть исторические артефакты, иконы.
Выходя из здания церкви, мы попадаем с вами на внутренний дворик. Вы можете увидеть, да, какие красивые отсюда виды на Киренийские горы открываются. Сейчас мы зашли уже во внутренний двор. И сейчас немножко прогуляемся по нему, посмотрим. Тут почти все было разрушено, но в принципе можно увидеть очертания той красоты, которая была раньше. Сейчас мы с вами попадаем во внешний двор. Тут мы видим колонны, которые в историческом стиле очень красиво выполнены. А вот эта часть была почти полностью разрушена. То есть тут видно, только остались почти одни руины. И вот сейчас мы с вами попадаем в рефлекторий. Это, если перевести на наш язык, это трапезная для монахов. Сейчас в этом здании находится просто замечательная акустика. То есть вы видите, да, высокие потолки, сводчатые такие. И тут проводится очень много концертов фортепианные, потому что тут просто потрясающий звук. На втором этаже вообще находились кельи монахов, там жили в основном монахи. И мы поднимемся сейчас наверх и посмотрим, в каких условиях они раньше обитали. Вообще это очень красивое место. Одна из главных достопримечательностей Северного Кипра и одно из красивейших мест. Рядом с монастырем находится небольшой ресторанчик с очень красивыми видами на море и на город Кирению.
Прям туда не надо идти. Тарик сел. Ресторанчик хорошо гармонирует с самим монастырем. Сделан примерно в похожем стиле. Такие же арки. И вот это наш любимый столик. Смотрите, какой отсюда открывается шикарный вид. Вот эти маленькие узенькие улочки с белыми домиками. Что-то мне отдаленно напоминает старые итальянские городки, либо испанские. Сейчас мы решили прогуляться по деревушке Белопаис, по таким узеньким улочкам, показать вам. Здания очень старые, вот такие окна. В окнах даже нету стекла, просто решетка, просто сеточка такая. И я не представляю, вот нету стекла, сеточка, как вот живут люди, не холодно ли им. Старенькие такие домики. Деревушка Карми будет побогаче. Там видно такие дома, красиво ухоженные, покрашены. А здесь старенькие, более такие бедные дома. Они тоже с историей, конечно. Тоже интересные. Смотрите, какие двери, окна. Маленькие окошки. И вот такие низенькие двери. Есть виллы более такие новые, побогаче. Я вам скажу, подниматься в гору — это еще то удовольствие. О, я видела, на рынке продают вот эту колючую штуку. Она растет. Не знаю, что это. Вот так выглядят дворики киприотов. Вид на море. Вот смотрится очень красиво, да, как картина маслом. Красивые фотографии, потому что каменный забор, красная черепичная крыша. Но если присмотреться поближе, много таких домов заброшенных, без окон, без дверей. И вот так вот. Смотрите, я вам покажу. Вот такое вот. Не очень.
Поднимемся еще немножко повыше. Покажу вам. Так, эта дорога уходит куда-то высоко в гору. Там уходит в улицу. Пойдемте лучше там, где уходит в улицу, где меньше ходить. Меня здесь встретил кот. Привет. Привет. О, смотрите, какой-то заброшенный дом. Замок уже такой ржавый висит. И вот такие низкие двери. Тут тоже такие дома. Как вам дизайн? Вот какой рост был у людей при таких дверях, средний. Киприоты были низкого роста. Какой самый красивый вид. Конечно, природа здесь все красит. Котики, водичка для котиков. Найди кота. Также вот им корм приносит. Тут очень красиво, живописно. И вот эти старые здания, даже такие полузаброшенные, с такой вот архитектурой, очень смотрится красиво. С давних времен люди, которые вот находили остров, они заселяли острова именно в предгорной части, потому что возле моря ветер, сырость, и люди очень, также небезопасно, в горах можно где-то убежать, спрятаться, и люди селились в основном в предгорье гор. Некоторые даже вообще в горах уходили в горы и там селились. И первые вот линии береговые оставались пустыми. Вот сейчас там построены всякие виллы различные, а вот эти части нетронутые, вот как они были построены в те времена. То есть тут запах истории вот этой. Все пропитано историей. Дороги, вот как они были залиты так. Вот можно встретить такие белые дома везде с красной черепичной крышей. Как в музее. Вот смотрите, какой красивый вид, какая улочка, и таких много. Когда вот в такие места попадаешь, то понимаешь, что жизнь, она не только сейчас, что она была всегда. И что вот мы живем в это время, это мы маленькие частички вот в свое время, что вот люди жили, оставляли след тогда. И так интересно, через там несколько веков след, который мы оставим, наши потомки вот будут также вот ходить, восхищаться, или вот что будут они испытывать, какие эмоции. Очень интересно. Я обожаю историю.
Люди едут на машинах, с машин машут. На Кипре очень-очень доброжелательная обстановка. Все здороваются, улыбаются. О, здравствуйте. 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 А вы тут чего? Вот и побывали мы с вами в Белопаисе, в деревушке, которая находится в очень живописном месте, которая также пропитана историей, нетронутые здания, вековые, в которых некоторые, которые заброшены, а в некоторых живут люди. Вот тут какое-то заброшенное здание, это маркет был. Там уже ничего нету. В общем, это музей, я бы сказала. Спасибо, что были с нами на Каревы «Жизнь на Кипре». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите колокольчик и пишите в комментариях, куда поедем с нами дальше. Все, до новых встреч. Пока-пока.